На этой неделе произошло очень много различных событий, и при этом анонсов игр за рубежом было не так много, поэтому мы расскажем вам кое-что другое, не менее интересное. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media, еженедельные выпуски новостей, и в зарубежке на этой неделе, честно говоря, шаром покати, за исключением того, что анонсированы пара интересных проектов, которые потом будут на GameFound или на Kickstarter, но про них мы обычно рассказываем, когда уже выходят компании. Зато вот настольный мир на прошлой неделе трясло других событий, про них и поговорим. Вы знаете, что мы не касаемся политики у себя на канале, но здесь мы, так сказать, приоткроем ворота, поскольку новость в своем корне политическая, но мы посмотрим на нее под настольной призмой, под настольным углом, так сказать. Дональд Трамп объявил о введении дополнительных огромных пошлин на товары из Китая и ряд других стран, включая европейские. И это про товары, которые будут возиться в США. Позже, конечно, он ненадолго, скажем так, отложил их запуск, но если дальше углубляться в эту тему, то мы перейдем в политику. Поэтому давайте пойдем по настольной стезе дальше. Все мы знаем, что львиная доля настолок печатается в Китае. После этого они отправляются на склады в Европе и в Америке, и вот все они, по идее, будут попадать под эту пошлину, все, которые отправятся в Америку. При этом, неважно, пусть даже издатель, который их везет, издатель, который обладает на них правами, это американский издатель. А это значит, что если такой курс продолжится, то настольные игры значительно подорожают. Многие издатели уже высказались о том, что они будут искать способы решения этих проблем, в частности, например, устанавливая разные цены на игры для разных регионов или включая эту пошлину в цену доставки на кикстартерах и геймфаундах. Многие заявили о том, что будут ужимать пояса и делать меньше игр, что в какой-то мере может быть и грамотным решением, поскольку игр в последнее время стало прям очень много. С играми же кикстартеров и геймфаундов все решается проще, чем с играми, которые делаются не под краудфандинговые платформы. Количество игр в таких тиражах может быть определено уже после того, как на него собраны деньги, и издатель понимает, сколько людей готовы вписаться в игру за конкретную цену. И даже если игры подорожают на Кикстартере, риска в теории меньше, чем для игр, которые подорожали бы для магазинов. Просто все вот эти расходы все равно издатель возложит на наши с вами плечи, ведь ему тираж нужно рассчитать, а с учетом роста цен делать это гораздо сложнее. Гораздо хуже тем издателям, у которых сборы уже завершены, или их даже в принципе не было, потому что это ритейловая игра, тиражи уже заказаны, или даже они плывут, например, в Штаты на корабле. Вот эти игры резко поднялись в цене, и вот если все с теми же краудфандингами мы неоднократно видели просьбы издателей докинуть им денег, то с ритейловыми коробками все расчеты идут в тартарары просто. А все потому, что повышение стоимости игры пропорционально на стоимость тарифа выводит эти игры вообще в другой ценовой сегмент. И получается, что одни будут просить денег больше, причем с нас с вами, а другие будут считать свои убытки. Но даже при всем при этом есть еще одна опасность. Многие переживают, что рынок потеряет стабильность, ведь ничего нельзя просчитать и спланировать, если в дальнейшем будут подобные изменения. При этом как изменения в позитивную сторону, так и в негативную сторону. То есть даже если те же самые пошлины будут отменены, а деньги уже взяли с учетом этих пошлин, издателям неудобно будет возвращать эти деньги. Никто этого не будет делать, конечно же. Будем следить за ситуацией. Как говорил великий военком, продолжайте вести наблюдение. Погнали дальше. В 2019 году конгломерат огромный Asmodee выделил из себя для Кори Конички отдельную студию, которую назвали Uninspected Games. И она по планам должна была выпускать его необычные игры с его необычным взглядом на игровые механики и на то, какие настолки должны быть в принципе. И все вроде было отлично, началось с инициативы, которая прям очень была необычной игрой, но хитом так в принципе и не стало. Потом были «Голоса в голове» и «3000 негодяев» и даже игра по Мандалорцу, но все они, будем честны, хоть и необычные, но очень слабые настолки. И вот Кори Коничка выступил с заявлением, что уходит с поста главы студии Uninspected Games и будет заниматься теперь другими делами. Однако игра на разработанной им системе, которую он считает очень крутой, и финальным делом его геймдизайнерской жизни, выйдет в 2026 году. Пожелаем этому автору очень крутых игр, таких как Battlestar Galactica, Rune Wars, Особняки Безумия, Descent, Imperial Assault, Восстание, которое по Звездным войнам, и куча других игр, удачи в его новых начинаниях. Стив Финн, автор таких игр как Библиус, Города и некоторых других, делал игры не только для крупных издательств типа Yellow и Devir, и у него было свое маленькое издательство, оно называлось Dr. Finn's Games. Вот теперь это издательство больше не будет делать игры и сейчас распродает остатки со скидками. Как оно не будет делать игры? Он больше не будет физически печатать игры сам и будет делать книги-игры, которые будет распространять в формате PNP. Говорит, что это дешевле, выгоднее и не несет таких больших рисков, как физические копии настолочек. Багдад The City of Peace от Фабио Лапиано и Нестора Миньоне успешно собрал деньги на Кикстартере, но теперь выяснилось, что он останется эксклюзивом Кикстартера. И это вполне тоже, возможно, связано с теми же самыми тарифами. То есть пошлинами.
В официальном заявлении компания Ellicott Games объявила о своем решении и объяснила его возросшей конкуренцией на рынке настольных игр, растущими затратами на производство и нестабильность пошлин в США. Правда, этот издатель известен тем, что они регулярно потом на своем же собственном сайте продают игры со своих кикстартерных тиражей, и если вам прям очень захочется, то взять ее будет можно и, скорее всего, без проблем. А еще забавно, с негативной точки зрения забавно, что эти издатели на конвентах типа Essen или Gen-Con продают все те же самые кикстартерные игры с кикстартерными плюшками прямо у себя на стендах в разы дешевле, чем они продавали их на Кикстартере. То есть, например, там игру, которая на Кикстартере стоила там $65 или 65 евро, можно у них на стенде потом взять за 15 в той же самой комплектации. Райан Иллер в апдейте своего Кикстартера рассказал, что ему не хватает $150 тысяч на запуск тиража второй редакции Quad Heroes, на запуск печати именно этого тиража. При том, что Кикстартер уже закончен, и если перевести канадские доллары, которые он собрал на этом Кикстартере, то собрал он $90 тысяч и считал проект успешным. Собрал 90, а еще 150 не хватает, и проект при этом успешный. Я вам честно скажу, что даже с учетом того, что Райан признался, что он вступил в этот Kickstarter с долгами еще от первого тиража этой игры, полез, в вот эту вот канитель с собиранием денег с народа, населения, и я не знаю, честно говоря, даже вот с этим учетом, на что ему нужно было бы еще $150 тысяч, чтобы завершить тираж, при том, что его поддержало 2000 людей на Кике, и, соответственно, ему надо выдать 2000 коробок, чтобы никто не остался обиженным. И если сплюсовать 150 тысяч и 90 тысяч и разделить на 2000 коробок, то выходит, что себестоимость коробки у него должна быть $150. Как он тогда все считал, я понять не могу, почему он за некоторые коробки брал гораздо дешевле. И вообще, в принципе, обычно, если себестоимость коробки там $150, то игра для нас с вами, игроков, выходит там в 450-600. Поэтому очень странно все это выглядит. Чую я, что это будет еще один Kickstarter, который никто в итоге не увидит. А вы вот еще все время говорите, что наши плохие, когда нам на пару месяцев игру задержали. Тут вообще потом хрен что получишь. Надеюсь, вам был интересен этот необычный экскурс, но имейте в виду, что не все Kickstarter'ы не доставляют, поэтому расскажу вам немного о том, что там на Kickstarter'ах, GameFound'ах интересно, но гарантию доставки я вам никакой не даю. А на Кикстартере чего только не бывает. И вот к засилию файлов для 3D-печати, для варгеймов и ролевых игр все уже давно привыкли и активно ими пользуются. Там реально, вот Кикстартер сейчас превратился в разделе Tabletop Games в какую-то помойку, в которой постоянно у вас STL-файлов, целая пачка просто, какая-то огромная. И среди них найти настольные игры практически нереально, потому что их очень много. Потом там огромное засилие ролевых игр и систем под ролевые игры, и всяких энкаунтеров под ролевые игры. Всего, что только можно. А вот именно настолок там осталось не так много. Но, тем не менее, на этой неделе Кик запланили странные животные. Там есть и мопсы-джедаи, и хомяки-рестлеры, и корги-бэтмены, и утки Первой мировой войны. При этом все это вроде выглядит очень идентично и одинаково, но подали их вроде как разные авторы. Кому это вообще может быть надо, я не могу себе представить. Скажите, вот вам такое интересно было бы или нет? Также на Кикстартере можно вписаться в новую игру от Queen Games, иллюстрированную Михаилом Дмитриевским. Называется она Propeller Islands, и это простая по правилам игра, где у вас есть центральный остров, разбитый на гексы. Каждый гекс соответствует одной из граней кубиков и позволяет вам манипулировать кубами, которые выпали тем значением, которое на этом, соответственно, гексе. И вы сможете либо забирать рядом с ним гексики себе, выкладывать в остров, тем самым расширяя свой остров, либо сбрасывать этот гекс, получать за это энергию, либо запускать цепочечки действий у себя на своем планшетике, на своем острове. Выглядит очень приятненько, интересно для тех, кто хочет строить камбушечки, движки и навевает немного индустрии, только не на аукционе, а на драфте кубов. Еще на Кике собирают средства на очень странную игру, которая называется Get Stacked, где вы получите себе героя, карточку героя прям, а потом сыграете одну из десятков мини-пати-геймов, чтобы определить, в каком порядке вы будете разбирать улучшения для своих героев. Это могут быть игры в слова, ассоциации, бросание кубиков, да и хрен знает что еще. Потом вы разбираете вот эти вот награды в виде прозрачных карт, которыми улучшаете своего героя. И там может быть все от спутника в виде таксы в кепке до золотых доспехов и зеркальных мечей. А потом отправляйтесь бить монстров, а в это время все остальные игроки будут играть на вас карты действий, по типу Манчкина, для того, чтобы засрать вам все, что у вас происходило, и вы не победили, и долго плакали. Короче, странная игра, но на прозрачных картах. Я люблю прозрачные карты, но даже моя любовь к ним не заставит меня купить это. На GameFound идет сбор средств на новую редакцию игры Rakebusters. И только уже она не от Mythic Games, а от Monolith Games. Они выкупили лицензию на эту игру по альтернативной Второй мировой, где вы играете в полном кооперативе против самой игры и отправляетесь в различные миссии, чтобы разрушить планы фашистской Германии по захвату мира. Вы там играете крутыми специалистами периода Второй мировой войны, альтернативной.
Кстати, эти самые фашисты открыли портал в другое измерение, получили оттуда технологии, которые делают их солдат сильнее, быстрее и более живучими. Да еще и оружие новое разработали с гигантскими всякими монстрами. С учетом того, что враг всегда сильнее и многочисленнее вас, вы будете двигаться тихо и бесшумно, стараясь не вызывать тревогу в лагере врага. В игре крутая механика стелса, крутая механика розыгрыша карт, где пока вы не рветесь в бой, можно, так сказать, немножко передохнуть и набраться сил, чтобы потом сделать серию очень крутых действий. Но все равно лучше не шуметь, пока цели миссии вы не выполнили. У нас есть очень крутой летсплей этой игры на бусте, кстати, если что, можете посмотреть. Для тех же, у кого есть игра, можно будет взять апгрейд-пак. Правда, если из цены полного набора вычесть цену апгрейд-пака, то выйдет, что она стоит всего там $60, а это прям как-то очень мало и чуть-чуть по сравнению с тем, что, в принципе, игра стоила. Поэтому, если хотите обновить игру, вы, честно говоря, сильно не сэкономите, в общей сложности придется выложить достаточно некислую сумму. Также на GameFound идет сбор средств на вторую редакцию игры Skull Tales Full Sail. И я вот думаю, зачем мне вам рассказывать о ней подробнее в новостях, если в какой-то веке у нас прямо обзор готов к зарубежной компании на GameFound. Это пиратская кооперативная сюжетная игра, в которой сокровища и морские сражения и портовые действия. Короче, смотрите обзор. А пока вы смотрите все эти обзоры и все, что я вам рассказывал, я хотел поблагодарить тех, кто поддерживает канал Geek Media. Ребят, большое спасибо за донатик, который бросали нам на стриме на этой неделе. Большое спасибо тех, кто поддерживает нас регулярно, подписавшись на нас на Бусти. Ну и мы в силу своих мер и возможностей даем вам дополнительный контент, дополнительные плюшки и всегда рады с вами пообщаться в нашем чате. В чате дофига новой информации постоянно, новости, новинки, всякий эксклюзивный контент, куча ответов на вопросы и просто хорошая компания. Мы будем рады видеть вас в нашем сообществе. Присоединяйтесь к нам. А мы переходим к нашим, и фабрика игр открыла предзаказ на настольную игру «Возрождение» Райнера Книции. В игре два режима игры, каждый с своим игровым полем. И каждый ход игроку нужно выкладывать всего один жетончик на поле, чтобы создавать цепочки для получения победных очков, или брать под контроль замки, или получать карты целей, или выполнять эти самые цели. А может быть и делать все это одновременно всего лишь одним жетоном. Подробный обзор у нас на канале. А еще она красивая, кстати. У Гаги открылся предзаказ на игру «Алтея». Не Алтай, не путайте. Это игра на механике колдостроя на контроль территорий. Игроки будут управлять одной из 4 фракций, каждая из которых представлена стартовой колодой с уникальными картами и небольшими различиями в их базовых картах. Каждый ход игроки используют свои карты, чтобы добывать ресурсы. Это будет камень, металл, дерево или знания. Будете строить новые поселения, расширять территории на игровом поле, атаковать или защищаться от врагов и манипулировать своими колодами и руками карт. Игровое поле — это всегда один из регионов, где 4 народа находятся в конфликте друг с другом, причем каждый регион характеризуется разным типом местности и наличием различных ресурсов. Победа приносит сочетание территориальной экспансии, технологического развития и успех в создании долговременной памяти о достижениях вашей цивилизации. Вот так вот. Правильные игры открыли предзаказ на дополнение «Круговорот» для настольной игры «Эволюция». И это большое дополнение. У каждого животного теперь будет свой ареал обитания, который будет дополнен микробиотой и паразитами, которые влияют на мутации и патогенные процессы внутри живого организма. Вам нужно будет тщательно выбирать еду, которую вы кормите ваших животинок. Также в коробке будут новые свойства. Будет новая механика скрещивания, которая поможет создать уникальное существо, способное выжить в самых суровых условиях. Hobby World открыли предзаказ на 3-4 сезоны игры «Ктулху. Смерть может умереть». Это 2 огромные коробки с новыми сценариями, сыщиками, монстрами и великими древними. Обзор есть у нас на канале, а в четверг поиграем в прямом эфире, потому что эту игру мы любим и практикуем. Издательство из Ростова открыло предзаказ сразу на 4 карточные игры от Bezier Games. 3 из них — это разные вариации игр на взятки со своими нюансами. Например, в Фасилатаре вы почти никогда точно не знаете, какую карту вы разыгрываете. А 4-я игра — это «Брысь», это командная игра, похожая на Амерту. Nisa Games выпустит на русском языке новую редакцию игры Panic on the Wall Street, которая будет называться Wolf Street. В этой игре игроки будут играть либо за менеджера, либо за инвестора. Цель игры — иметь в конце партии наибольшее количество денег среди игроков с такой же ролью, как у вас. То есть выиграет самый лучший менеджер и самый лучший инвестор. В каждой игре будет 2 победителя, как вы понимаете. И для того, чтобы заработать денег, вам нужно будет в каждом из 5 раундов успеть договориться друг с другом всего за 2 минуты. Чучу Games создаст на русском языке настольную игру Landmarks. Это игра в слова, по истории которой ваш отряд заблудился в джунглях острова, и только от вас зависит, как вы проведете его к безопасности и сокровищам. В этих джунглях каждое слово будет иметь значение, и вам нужно будет использовать стратегическую игру слов, чтобы создавать цепочку однословных подсказок, и вот связи между этими словами проложит путь, который вас приведет к победе. Что это такое конкретно, будем разбираться в ближайшее время, у нас есть коробочка. Crowd Games выпустит на русском языке настольную игру на взятки, которая называется Stella Quest, и ее фишкой является то, что если игрок соберет все 6 разных эмоций, он побеждает в игре. Чтобы получить эмоцию, нужно выиграть взятку. Взяв взятку, вы получаете эмоцию, но при этом привлекаете внимание черной звезды. Пока черная звезда глазенками своими смотрит на вас, вы, если выиграете взятку, потеряете жизнь. Как только вы потеряли 5 жизней, проиграли.
Вот такая вот необычная игра на взятки. На прошлой неделе, кстати, у нас прошел stream.g. Посмотреть его можно и в YouTube, и ВКонтакте. В этот раз мы стримили ВКонтакте одновременно с YouTube, мы были прям большими молодцами. А также можно посмотреть обзор на Возрождение, он здесь, если вы его пропустили. И это все на сегодня. Ребят, хорошего настроения, хорошей погоды. И не болейте. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.